Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я сегодня встала в час дня, уже позавтракала, сейчас разбирала корзину с грязным бельем, уже запустила стирку. Светлое белье, потом еще нужно будет, конечно, темное. И сейчас, наверное, подпишу видео, выложу. И потом, знаете, я хотела погулять, конечно, сегодня, но с 2 часов дня обещают дождь, сейчас 14:23, но мне кажется, что он собирается. С 2 до 4 обещали, поэтому не совсем уверена, пойду или не пойду. Возможно, в планах моющий пылесос тоже достать. Тогда я помою вот это окошко на кухне. В смысле, оно с этой стороны чистое, стоя оно уже, я не знаю, сколько раз помыто, но был дождик, и все-таки я вижу с той стороны как-то пылюку, пусть и в небольшом количестве. К тому же вон за окном птицы все обгадили, тоже нужно помыть. Маникюр вчера сделала такой для себя нестандартный, коротенький. На днях заходила в Fix Price, купила себе Санит антиржавчина, постоянно покупаю и использую в туалете. Ржавчины у меня нет, но мне нравится все равно, как средство справляется со своей задачей. Покупаю не первый раз. Иногда бывают какие-то подтеки, я не скажу, что это прям какая-то ржавчина, но в любом случае чем-то его чистить надо, а хлорку я не люблю, и мне как бы и необходимости в этом нет. В общем, да, сейчас включу ноут. Нужно еще дораскрашивать. Здесь у меня 2 раскраски на этот месяц. И потом снять раскрашенный. И опять же пылюку протереть, как водится. Каждый день протираешь, и все равно летит. Оно и понятно, потому что окна постоянно открыты. Сейчас-то уже можно будет закрывать, потому как только на проветривание открывать. Просто отопление только 24-го отключили. Еще дом даже не охладился, к сожалению. Вот уже достала пульверизатор. Это как бы и очиститель, и даже антисептик. И сейчас буду протирать. Не хочу на штатив сейчас ставить, попозже этим займусь. И пылесосить, конечно, определенно точно буду, но вопрос, каким пылесосом. Заодно нужно будет комод протереть. А теперь зеркало надо помыть. Тоже вот здесь вот пятно. Это у меня простая вода, потому что тряпочка вот эта, она без бытовой химии, поэтому просто сбрызгиваю. Развешиваю белье. Решила в этот раз тоже, пусть пока в балетном зале. Сегодня все равно нет занятий, поэтому мешаться не будет. Кто впервые на канале, я всегда на пол кидаю белье, у меня тут вообще всегда чисто, так что можно себе это позволить. Никаких там тазиков дополнительных я дома не держу. У меня, точнее, есть пара тазиков, они в тумбочке под раковиной на кухне стоят, и доставать их оттуда неудобно, а где-то еще хранить... В общем, я тоже не вижу смысла, потому что я предпочитаю, чтобы, нигде ничего не стояло лишнего, мне не нравится. А полы чистые, поэтому вполне можно так вот белье кинуть. Иду гулять и уже завершаю свою прогулку. Выхожу из парка и иду по направлению к дому. Села вязать наволочку, снимала шортс,
Ну и заодно решила во влог тоже вставить небольшой фрагмент. Здесь узор зигзаг, и вяжется он довольно просто, но при этом требует концентрации внимания, потому как, да, плюс еще здесь такие нитки, что вроде бы и каждый узелок виден, но при этом сложности все равно есть некоторые. Не получается вязать так быстро, как обычно. И обычно я, когда в каждый столбик вяжу, что я даже не смотрю. А здесь прям вот супер внимательность должна быть, чтобы не перевязывать. Если я не сказала, то это на дачу будет из ненужных ниток. Другой день, села завтракать, у меня там кофе варится уже, сейчас приготовится. Я села есть, потому что проснулась, что бывает редко, жутко голодная. Ну, впрочем, сейчас час дня, но я рано проснулась, просто лежала, смотрела видосы. И, ну, это и понятно, у меня прям сейчас жесткий такой дефицит калорий пошел. Потому что, хотя я ем как обычно, ну, где-то от 1000 калорий до 1300, вот так. Но я вернула очень интенсивную нагрузку. Вот, вчера даже у меня настолько руки вообще, то есть у меня и так пальцы, в принципе, длинные, такие тонкие, но... Короче, вот это кольцо с меня вчера очень легко соскочило. Такого никогда не было. Оно даже, видите, вот оно такое. Вот расстояние, потому что у меня пальцы тонкие, и я всегда выбираю вот по этой костяшке. И за счет этого оно, ну, как бы здесь оно болтается, поэтому я никаких камушков, ничего не ношу. А тут оно не соскакивает. Но вчера... Оно удивительным образом соскочило. Причем оно попало вот, знаете, на стул под вот эту вот штуку. Ну, под плед попало. Я, конечно, в первый момент аж запаниковала. Вот. Но потом когда я думала, может быть, оно сломалось. У меня раньше, когда я прям постоянно с ученицами была, то у меня рука на балетном станке лежит, долбается вот этой частью, бывало трескалась, даже очень дорогие кольца. Вот. И я думала, вдруг оно треснуло. Но, по сути дела, оно целенькое. Тот у меня вчера так и без того тощие руки, они прям вообще, я не знаю, что вчера было. Что за прикол был. Ну, потому что я, когда это колечко нашла, я тут все просто отодвигала. И когда уже нашла его, я просто поняла, до какой степени у меня схуднули руки. Потому что обычно, да, я его так с трудом стаскиваю. Это называется, наболтала почти на 3 минуты и сказала, что хочу есть. Угу. Сейчас буду вот эту пенку от особой серии разводить водой. Ну, я и в чистом виде долгое время пользовалась. У меня, кстати, в запасе еще есть несколько бутылочек. Но я решила, что как-то, ну, не знаю, мне нравится, чтобы выдавалась пенка. И вот у меня есть такая бутылочка. Это мне мыло Оксана дарила. Привет тебе, спасибо огромное. Вот, и я в эту бутылочку переливаю. Сейчас надо только ее помыть, потому что стала жирная. А жирная она, потому что я пользуюсь еще средством от Биоре. У меня, кстати, есть такая малышка, миниатюрка. И вот, потому что, ну, в коробочке красоты попалась, нам с мамой понравилось, я купила маме большую упаковку. И, в общем, в итоге вот... Она и неплохая, и нехорошая, честно скажу. У меня просто вот тушь сейчас, она оказалась, спасибо девочкам, что подсказали, что на самом деле она водостойкая за 80 с чем-то рублей. И она шикарная, вы знаете, я уже себе в запасы купила. Но вот правда, тушь, вот от души рекомендую, она очень классная.
И ее можно смывать этим средством, даже в разведенном виде. Но иногда, когда я прям совсем спешу, или же не забываю про биоре, то биоре на глаза наношу. Потом так, пока наношу эту пенку, уже тушь еще легче смывается. Не, ну она правда, она действительно водостойкая, отличная. Но при этом вполне можно обычным средством смыть. Всякое молочко я не люблю, потому что, ну, мне кажется, что это вопрос, знаете, больше, как это сказать, вопрос удобства, привычки, кто к чему привык. То есть, потому что иногда единственное, что кто-то говорит, что молочком там или чем-то таким смывать правильно, чтобы не растягивать кожу, вот здесь я не согласна. Я считаю, что исключительно вопрос привычки. А что касается правильности, ну, на самом деле, как раз-таки вот такими средствами, когда руки мыльные, кожа не растягивается. А когда начинаешь молочком даже вот просто ватный диск вот так прикладывать, да, все равно потом какие-то действия совершаешь, и это растягивается больше. Но просто кто к чему привык. Я люблю вот такие вот штуки, так что сейчас вот все это сделаю. Надо будет, не знаю насчет сегодня, но на днях надо будет здесь уборку провести опять, потому что пыль скопилась, то, что вот здесь я все протираю, а тут, короче, не очень. Погода сегодня пасмурная, и сейчас там по свои дела поделаю. Мне нужно будет для Бусти снять еще одно видео обязательно. Еще кое-что повыкладывать, поподписывать. Ну а так вот у меня тут все растет. Я очень рада. Тьфу-тьфу-тьфу. И, конечно, хочется вот там опять окно помыть. Но я не знаю, мне кажется, это бесконечный процесс. И это еще нам повезло. Видите, какая у нас зелень. То есть вон дорога. Но у нас много зелени, у нас еще такого безобразия нет. А я вот смотрю, у кого дома прям рядом с дорогой находятся, вот когда хожу, гуляю, это же ужас. У людей просто, особенно там на первом этаже, такие окна грязные, кошмар. Вязала, снимала видео для Бусти, пошла гулять. Ну, моросит мелкий дождик. У меня есть с собой зонт, но так иду гуляю. Потом буду доснимать. Уже повернула обратно. Сегодня потеплее оделась. Вот в таком костюме очень даже комфортно гулять, хотя я в капюшоне. Если бы я более легкий костюм выбрала, то не совсем комфортно. Хотя вот сейчас я иду, мне даже как-то это жарко. Дождик периодически усиливается. Но я так, короткую прогулку сделала, потому что особо времени нет, но хочется размяться, подышать. Да, не сразу я убираю из сушилки белье. Ну, в смысле, когда оно высохло. Прошло некоторое время. А сегодня ученица должна прийти. Поэтому снимаю. После занятия поехали с подружкой в Глобус. Вот трубочку взяла вафельную в мини-формате. По 17 рублей, хлеб по 16 с чем-то, колбаса на 35 рублей и салака. И коктейль подружка посоветовала. Едем домой. Я в Леруа заходила, приобрела вот разделочную доску. Все везде зеленое, так классно, но жуткая усталость. Приехала домой и попила коктейль и легла. Там еще съела эту трубочку, я давно хотела, и мне очень понравилось вот действительно то, что маленькая
трубочкой, не полноценно, а именно 35 грамм. Это очень здорово, потому что, в принципе, я очень люблю такие штуки, но стараюсь как бы редко покупать, а тут вот действительно на такой перекус можно иногда брать. Молочный коктейль был классный, но для меня, в принципе, это такая, если не разовая, то редкая будет покупка, но тоже понравился. Это мне подружка посоветовала. В общем, а сейчас лежу, но спать я не стала, но, короче, у меня действительно нет сил, потому как я вот буквально минут за, может быть, 10 до выхода меня вдруг, знаете, так затошнило и стало холодно очень. Я поняла, что это признак повышенного давления. Померила, у меня 122 на 80 или на 76. В общем, для меня это очень высокое давление. Ну, в теории я всегда, знаете, когда такое случается, по счастью, редко, я так теряюсь. Обычно я всегда знаю, что выпить, а тут растерялась. В общем, пошла выпила кофе, как ни странно, и съела ложку меда, но мне стало легче, вот, но в магазине я уже когда... А надо было, знаете, выпить, наверное, аспирин, потому что он какой-то универсальный от всего. Мне тоже в таких случаях помогает, и, короче говоря, я поехала с подружкой, она тоже что-то жаловалась на упадок сил, а она меня моложе. Вот. И мы вдруг вошли в магазин, и она мне говорит, что-то из меня, говорит, как все силы высосали. И реально, у меня такое было чувство. Мы, короче, приехали домой вообще никакие. Нам еще нужно было там деньги на карту кинуть, и ей, и мне. И мы так до банкомата даже не дошли. В общем, такие дела. Поэтому вижу эту самую, как-то она мне, не знаю, не очень просто дается, хотя узор простой. Тут у меня носки, скорее всего, их сейчас надо будет ими воспользоваться, так как мне вообще что-то холодно. Но это, опять же, хорошо. Я люблю вот такую погоду, когда вот отопление отключают, потому что я так люблю всякую уютную одежду. Вот. У меня, кстати, вот это вот постельное белье, это сатин. Причем самого-самого такого хорошего уровня. Он такой приятный, просто вообще одно удовольствие. А простыня на резинке — это Leroy Merlin, и интернет их магазин, то есть у них не было таких в наличии, а вот я помню, заказывала. У нас уже другой день. На окне видите полосы. Ну, когда будет уже более теплая погода, я поняла, откуда они, поэтому я там все сделаю. А пока нужно будет просто хотя бы вот это помыть. Хотя сколько раз уже помыто, но дело в том, что я еще сегодня проснулась с больным горлом. Да. Ну ладно. Ничего, пройдет, бывает такое. Сейчас приготовлю себе завтрак. Вообще планировала встать в 11, поставила будильник, проснулась, вроде как, да, могу спокойно встать, тем более я вчера очень долго лежала, вот, но поняла, что хочу еще полежать, и в итоге до часа дня валялась. Потом у меня планы испечь пирог. Я уже приготовила завтрак, он у меня, как всегда, стандартный, и лук уже с собственного подоконника, что приятно. Я хочу, наверное, ну, может быть, килограммчик такого помельче купить лука и на балконе посадить. Ну, посмотрим. Не, ну, определенно я это сделаю, потому что действительно и растет быстро, и
гораздо выгоднее. У меня на завтрак я больше ничего не делаю на завтрак, но не потому, что я больше ничего не ем, а потому что потом у меня идет вторая чашечка кофе, и с ней я уже могу съесть или яблоко там, например, или бутербродик, ну, в зависимости, по желанию. Да, с голосом, видимо, пару дней будут проблемки. Просто, видимо, это все случилось где-то ночью. Потому что обычно, когда у меня только-только начинает болеть горло, я сразу выпиваю аспирин и что-нибудь от аллергии, в моем случае диазолин, и все в порядке. Тут будет посложнее, но ничего страшного, решим. В общем, сейчас буду завтракать, потом уже буду делать дела. Сейчас мне надо пропылесосить, просто обычная сухая уборка, потом уже, может быть, дойдет дело, скорее не сегодня, а завтра до моющего пылесоса, но пока вот так вот. Чаще всего снимаю такую уборку в балетном зале, просто камеру удобнее ставить. Ну и, конечно же, время теплых пижамок. У меня 2 новые, и при этом ношу эту на 2 размера больше, но она классная. Хочу вам показать вот такое эфирное масло. Это я когда-то покупала в Ашане. Апельсин у меня, лимон и лаванда. Вот. И я его не советую. Это вот в отделе для бани все продавалось. Стоила отдушка прям как-то очень недорого. Ну вот до всех этих событий, мне кажется, рублей 35. Я не знаю, сколько сейчас стоит. Но, в общем, очень дешево. И, ну, как бы и запах сам по себе, вот я открываю упаковку. Ну, во-первых, слабенький, с какой-то примесью неестественной. Поэтому не советую. И просто его использовать не прикольно. И вот в пылесос добавлять тоже не работает. Я не знаю, тут написано эфирное масло апельсин. Ну, ничего такого вроде не написано, что это чисто для бани, как вот можно, знаете, подумать, что, может быть, там как-то по-другому будет при воздействии с температур работать. Я просто думаю, что это прям совсем-совсем дешевка. А вот второе масло у меня есть от Botanicals. Я не помню, откуда оно у меня. Возможно, я его приобрела в Леонардо, может быть, но это не точно. И я не знаю, сколько оно стоит. Но оно классное, действительно, вот здесь вот апельсин сладкий, и чувствуется этот аромат. Такая вот была упаковка. Вот. Ну, конечно, он точно подороже стоит, но я не знаю, вот если брать эфирное масло апельсина, лимона, то, в принципе, и в аптеке можно приобрести за вменяемую цену. И я никогда не сталкивалась, чтобы качество было отстойное. А вот это вот, ну, просто. Дело в том, что когда я приобретала, я ничего не заподозрила. Я понимала, что, ну, в принципе, я беру такие стандартные ароматы, ну, кроме лаванды, которые... А лаванда, кстати, по-моему, подороже стоила. Что, в общем-то, ну, масло и масло. Меня ничего не насторожило. То есть ценник не был уже до такой степени каким-то там заниженным, чтобы что-то заподозрить. Обычное недорогое масло, потому что апельсин, лимон, если не брать какие-то прям действительно бренды дорогущие, то в целом стоит это недорого. Вот. И я, например, схватила сегодня в пылесос добавить, и я чувствую, вообще никакой аромат не распространяется. А вот этот прям, знаете, по всей квартире такой классный аромат апельсина был. Супер. Как и собиралась, буду печь пирог. Тоже, как и в то воскресенье, по рецепту Марины Лайф, но она использовала сливы, потом абрикосы, ну, по-разному. И я первый раз сделала со сливами, мне очень понравилось, вообще рекомендую рецепт, но в этот раз я, хоть у меня есть сливы, решила сделать с апельсинами. Конечно, они более сочные, и тесто может быть чуть-чуть потяжелее, вот там, где эти дольки будут лежать. Я, кстати, не знаю, может быть, это даже будет много, но одного мало.
Вот. Это нам не потребуется, это к чаю я буду заваривать, а это на печенье останется. Ну, а потребуется вот какие-нибудь там фрукты, ягоды, мука, разрыхлитель, сахар, 2 яйца, кефир, масло. Так что буду делать. Ну, конечно же, миксер, я его еще не достала. Взбиваю тесто, сахар с яйцами и с ванилином. Апельсины немного остались. Пока пирог в духовке, я быстренько решила перемыть посуду, сухую посуду по местам разложить. Потом нужно будет после достать пирог и посыпать сахарной пудрой. Сразу я не хочу этого делать, но я думаю, что она как... Хотя вообще по рецепту нужно сразу посыпать. В теории посыпают и в конце. Я минут через 15. Но в следующий раз я все же попробую сразу. Наверное, ну, хочу посмотреть, как будет лучше. Но сейчас именно так. Достану и посыплю. Она не, скажем так, не впитается вся, не растает. Так, частично. Вообще интересно, что получится, так как непонятно. Все-таки апельсины, они сок сильно дадут. Так, я тут все протираю. И вот этот поднос. Ну, я его использую как поднос, просто тряпочкой для стекол и зеркал. Вот сахарная пудра у меня, достаю пирог и обратно. Все на места раскладываю. Это в спальню пресловутый стакан воды. Ну и во все остальные емкости. Так что со стаканом воды-то проблем нету. Кто очень боится. Ну и тут все надо прибрать, чтобы после прогулки прийти, а дома чисто. Вот эти 2 кружки сейчас уберу, так как они зимние. Пирог готов. Сейчас остынет и буду пробовать, а пока накрашусь перед прогулкой. Гуляю. Ну так, знаете, у меня руки немножко мерзнут. Видите, туалет, ну такой советский. Закрыт. Он есть еще один здесь, он тоже закрыт. Ну, в теории, да, это, по-моему, не самое лучшее. Но вот у нас тут кабинки, которые тоже вообще не закрываются. О, видите, как классно. То есть, в принципе, как бы, не знаю, не очень-то комфортно в этом смысле. А так, конечно, хорошо. Ладно, я прогуляюсь сейчас по своим любимым аллеям. Ну и пойду домой. Заказ на Валберес я уже получила. Сейчас пройдусь по любимой аллейке, заряжусь энергией. И будет отлично. Уже иду домой. Ну, гуляла я там. Сюда заходить, в принципе, не буду. Один раз я здесь побывала. Ну, потом муж приедет, вместе сходим, потому что он здесь тоже не гулял. Ну, а так меня как-то туда не сильно тянет. Там хорошо, но не настолько, чтобы туда ходить постоянно. Сейчас был мелкий дождик. Вот так через одно место я делаю себе маникюр сегодня. Содержимое оказалось здесь. С другой стороны, это хорошо, потому что там оставалось немного, как мне казалось. Лак я давно покупала, он мне очень нравится. Ну и вот периодически использую, так что оно к лучшему. Удобнее наносить. Сейчас будет другая рука. Сейчас хочу попить чай. Заварю
россыпью, нормальную заварку, а то последние несколько дней вечером я как-то думала, что с меня и пакетика хватит. А сегодня настроение есть на то, чтобы чай заварить. У меня будет черный, обычный. Покупала в Ашане. Такая новогодняя серия была. Но здесь без всяких добавок. Обычный черный чай. И сейчас из Контаты добавлю немножко для аромата. Итальянский пирог. Там нужно буквально немножко, чтобы был прям такой насыщенный аромат. Классный, мне понравился. Ань, спасибо. Ну и я очень тоже много себе раньше покупала, да и потом буду. Просто у меня сейчас очень много всяких видов. Но было еще больше. Так, и еще сейчас корки апельсиновые положу. Ну вот, вскипел чайник. Конечно, нужно подождать секунд 10-15, но я, как всегда, спешу. Время полно, но почему-то мне хочется все быстрее делать. Поэтому сразу кипятком заливаю. Ну, тем более черный чай, ничего страшного. Я только на пути к неспешной жизни. Все будет. У меня есть чем чайник накрыть, но прихватка оказалась ближе. Чашки, точнее чашка и 2 блюдца из этого набора. Как раз положу пирог. Чашка очень красивая, блюдце тоже, но это Китай и очень некачественное покрытие. Чуть что сразу окрашивается. Это вот было с самого начала. Кусочек, конечно же, я взвешу. Обязательно. Получается 59 грамм. Ну, это достаточно калорий. Хотя вот этот получился менее калорийным, чем в прошлый раз, потому что действительно масла я добавила, ну, буквально 60 грамм. А там по рецепту больше. Я просто кефир добавила побольше. Ну, тут действительно важно общее количество жидкости. А так можно под себя все это варьировать. Помою посуду, потом я еще поужинаю, конечно, у меня будет рыба, но это потом. Ну и накрываю на стол. Эта салфетка мне очень нравится. Это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и заходите в другие мои соцсети. Они будут в инфобоксе. Я желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уюта. До скорой встречи. Пока-пока.